Хамло, привет. Миха, привет. Слава, Слава, привет. привет, привет. Так, Ну что, Озон сила потянет весь рынок опять вверх, как думаешь, Слава? слушай, ну, я, конечно, не могу сказать за Озон, но то, что он, по крайней мере, выполняет тот сценарий, который мы, так сказать, ожидали, в принципе, так оно и пошло. Че, это, отчет вышел? Да, и он очень неплохой, они даже кричат, что типа почти без убыток работать начинает. Ну вот видишь, мы же с тобой говорили об этом, что подождут. Правда, не знаю, насколько это реально, но все. Ну, я думаю, что, по крайней мере, можно теперь уже дать 1700. Вот уже 1700 можно ждать. Да? Да. А куда бесплатно, мы дальше спросим. По крайней мере, вот тот сценарий, который был до СВО, где он там как раз перед отчетом как раз поднимался в районе 1750, вот, собственно говоря, теперь его и ждать. В принципе, все как мы и планировали, так оно и получилось. 1250 мы не пробили, 1400 мы так и удержали. Вот тебе, пожалуйста, простые доказательства, что никакая не техника, просто банально все, фундаментально, все Просто мой работает. график работает четко, я понял. Мой график работает, мой класс алмаз. Ладно, попозже тебя спрошу, Вот видишь, какие выводы можно делать? Вот так и потом и жить потом в этих мифах, понимаешь? Да, да, именно, Слава, блин. Именно так. Но пока живем, пока радуемся, глаз радуется своему албану, а как бы дальше. Так, смотрите, скажите мне, что в Ютубе есть, нет, потому что я сейчас посмотрел вот Озон. Если что, там ты увидишь, я уже его посмотрел. Так, сейчас мне главное по Ютубу подтвердите, что у нас там есть, нет. Мих, у тебя если есть вопросы, тоже говори. Так, все окей, Ира, Я, Слав, спасибо. активно слушаю ваши комментарии. Очень здорово, молодец. Так и держать. Спасибо, Миш, спасибо. Так, все окей, отлично. Ну, погнали, собственно говоря, дальше. Значит, смотрите. Ну, давайте сразу с S&P начнем. В принципе, все, как мы и здесь тоже ожидали. Также пошла эта коррекция. Смотрите, в принципе, 140 мы уже пробили. Все-таки, не знаю, может, они, конечно, сейчас восстановят. Я уже вчера говорил, что это сильная поддержка. Но по мне, все-таки, вероятность 400 и в итоге посещение 4, я как бы все равно жду. И как бы для меня вот сейчас сценарий как раз развертывается именно такой, какой я и ожидал, что 4200 это максимум, вот это вот такой моментный выход на вот эти 4300, и в итоге мы откатываем на 4000. Сейчас посмотрим. В целом они сейчас могут, конечно, гулять до 480, то есть пытаться удержать на 140. Я сегодня как бы смотрел, тоже тестировал торговлю, когда немножко все наладил, потому что сегодня у меня технический сбой произошел, и все, откровенно говоря, перестало нормально работать. Пришлось все перезагружать, перезапускать, давать машине отдохнуть и так далее. Вот. Но потом все-таки не успел немножко тоже перехватить, потестировал торговлю, и я видел, что S&P, в принципе, держится у 140, пытается, конечно, он уйти ниже, но пока его возвращают. Статистика сегодня, кстати, господа, вышла нехорошая. Нехорошая сегодня вышла статистика. То есть, в принципе, такой стабильной, скажем так, статистики не получается. То есть, если посмотреть, например, на индекс деловой активности, он снизился 44,1, это за август, да? Потом индекс деловой активности в производственном секторе, да, он получается тоже за август, тоже ниже, 51,3. Потом, смотрите, продажа нового жилья. Вот тут вообще интересная штука, потому что предыдущий был 585, прогноз был чуть снижением, 575, а он вышел 511, то есть такой порядком снижения. Это, конечно, сложно сейчас трактовать с точки зрения ФРС, потому что, с одной стороны, это вроде бы как намекает на то, что мол, экономики все-таки не совсем все хорошо. Все-таки вот с нефтью, сейчас вернемся к ней, я вам говорил, что к 100 вернется. Я вам говорил, что как только 96 удержим, к 100 вернемся. Так оно и произошло. И это тоже не просто так происходит. Соответственно, это тоже оказывает давление. Поэтому еще неизвестно, как будет инфляция, собственно говоря, на самом деле в дальнейшем себя покажет. Поэтому в этой ситуации, конечно, у ФРС ситуация непростая. Получается,
Они, я так думаю, тоже сейчас будут это все дело как бы оценивать. И вот как рынок на это посмотрит, при той ситуации, что с одной стороны как бы опять начинает маячить, скажем так, типа рецессионные угрозы, да, угрозы, вот, но с другой стороны, как бы ФРС может это воспринять как типа того, что можно более мягкую как бы вести политику по подъему ставок. В общем, опять же, да, ситуация абсолютно качели, да, опять непонятно, как отреагируют. Потому что с одной стороны это плохо, с другой стороны это хорошо, и как в итоге на это отреагирует рынок, непонятно. Но для меня это больше как раз все указывает на то, что как раз идти на 4000 и спокойно там, как говорится, пережидать. А ниже уходить пока, естественно, таких рисков я не вижу, потому что, во-первых, еще раз говорю, отчеты свое показали. Сейчас они фактически уже, естественно, никакой подушки безопасности не несут. Данные, которые будут выходить, уже показывают, что они могут меняться. И что, естественно, если начнет расти цены на нефть, не факт, что инфляция опять пойдет показывать замедление. То есть тут как бы очень такая ситуация прям на тоненького. В любой момент можно развернуть как в одну сторону, так и в другую. Ну, давайте сразу перейдем к десятилеткам. Десятилеткам у нас тут, в принципе, ситуация все понятно. Мы продолжаем движение в 3,25-30 по доходности, да. То есть это тоже понятно почему. Потому что все-таки риски подъема ставки, наверное, сейчас все-таки закладывают непосредственно в облигации. Но и надо учитывать, кстати, что и все-таки, как мы знаем, распродажа была большая облигаций, не хотели их покупать, все-таки токсичные они достаточно, американские облигации сейчас становятся. Сейчас вот Патрушев тут заявил по поводу возможного типа дефолта США, но это в каком плане? Не в плане того, что США от этого как-то пострадает, а наоборот. Просто скинет себя долговую нагрузку, потому что все говорили о том, что Америка не будет выплачивать свой никакой внешний долг, и по своим облигациям может тоже совершенно спокойно там объявить все, что угодно. Потому что пока они, как говорится, у руля, я уже рассказывал про историю про Гринспена, да, когда его спрашивали по типу того, что вас не беспокоит, он тогда был вместо Пауэлла председателем ФРС, и когда его спрашивали, собственно говоря, вас не беспокоит, мол, такой внешний долг, он говорит, я могу иметь какой угодно внешний долг, если он в моей национальной валюте. Их это вообще не волнует. Пока они печатают эти бабки, соответственно, особо их это абсолютно не парит. Ну вот давайте к нефти вернемся. Значит, в принципе, процесс абсолютно ожидаемый. То есть понятно, что мы уже говорили, что американцы не могут влиять сейчас на добычу. Да, ОПЕК, как говорится, их послали. Вот. И они, соответственно, могут только влиять за счет предложения, например, с тех территорий, которые контролируют, соответственно, увеличивать туда поступление нефти. Плюс, естественно, все вот эти ковидные дубинки, которые, естественно, начинают давать риск рецессии и замедления экономики. И плюс непосредственно сама управляемая тоже, как говорится, рецессия, которую создает ФРС за счет попыток замедлить экономику, за счет ставок. И еще, конечно же, иранская сделка. Про иранскую сделку пока что-то опять тишина, но это уже неоднократно. Я это уже, как говорится, на рынке давно. И я помню, что эту сделку достают постоянно. Никогда она не заканчивается никаким договором, всегда ее достают, на этом всегда корректируется нефть, и после этого опять эта сделка уходит в тень. Здесь происходит, в принципе, то же самое. Не верю я пока в эту сделку. Они, естественно, сейчас опять Ирану мозги попудрят. Ну, Иран, я думаю, тоже не дурак, он тоже это все понимает. А вот ОПЕК уже понял, к чему это все идет, и начал говорить о том, что, собственно говоря, могут сократить добычу. И вот эта игра становится уже, как говорится, играют двое. Да? Америка там пытается увеличить предложение на рынке, плюс создавая вот эти рецессионные риски. А, соответственно, ОПЕК сейчас может сокращать спокойно добычу. Тем более с Россией у них тоже полное взаимопонимание. Поэтому как бы все в этом плане заинтересованы. Так что я сразу изначально не верил, что мы к 100 не вернемся. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Я вот этот вот риск пробития 92 на самом деле видел как ну просто такой сценарий маловероятный. Конечно, я понимал, что они потом могут тогда уйти вот на 86-84. Тем более, смотрите, если оценивать чисто технически, то цели там были именно исторические в районе 78 и 82. В свое время 82 это для нефти было довольно такое серьезное значение, я помню. Вот, поэтому на самом деле такие риски были, безусловно. Но
Но то, что 100 это был такой психологический уровень, и явно они не хотели уходить ниже него, это было видно и по тем моментам восстановления, как только, например, заканчивалась история с протоколами, то есть вот эти вот попытки сразу восстановиться за 96, и туда выше сразу попытки нефти подняться к 100. Это было абсолютно очевидно, что сотку они будут пытаться всячески защищать. Поэтому, когда там наш товарищ писал по поводу, что нефть видится шортово, помните, он давал там сигналы на шорт по нефти? Вот, собственно говоря, я сразу сказал, что как только мы восстановим 96, мы уйдем на 100. И это будет все шансы на это, собственно говоря, произойти. Поэтому вот эти шорты, там, я не знаю, как он у него сейчас закрылись эти сделки, но риск тут был очень высок, и это было понятно, что они ее развернут в итоге. 100 это еще не конец, есть вероятность выйти на 102 и на 104, вот в эту зону. Сегодня, кстати, выйдут неофициальные в начале запасы, а потом выйдут, соответственно, официальные завтра уже, скорее всего. И вот это, естественно, подтолкнет еще нефть. Ну, выше 102 пока я, наверное, маловероятно в этом вижу, но, по крайней мере, сотку удерживать, да, вполне реально. Ну, естественно, будут следить уже теперь, как говорится, с новостями от ОПЕК. А они уже, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь, начинают там опять новое вот это собрание. В общем, короче говоря, естественно, это сейчас опять начнет давить на цены, да, и, естественно, на инфляцию США. Посмотрим, что будет происходить, если нефть еще продолжит расти, какую динамику будут демонстрировать в этот момент статистика по Америке, да. Смотрим, что по золоту. Золото, смотрите, начало потихонечку восстанавливаться. Но я говорю, 1820 я все равно как бы по золоту ожидаю. Возврат в район 1820 вполне себе как бы вполне нормальный, реальный. И это даже будет, скажем так, не то, что там максимальная цена. Это, в принципе, скорее всего, я думаю, уже такая будет равновесная она. Конечно, при той ситуации, которая будет происходить со ставками, они могут еще, ну, там, попытаться, как бы, да, поднадавить. Все вопрос, какая будет принята ставки. Если все-таки 0,75, и я имею в виду именно политику, они, конечно, будут оглашать не то, что прям будет принята ставка, но непосредственно, так скажем, их прогноз, какие дальше будут подъемы ставок, то, в принципе, я думаю, если 0,75, то это, скорее всего, уже все в цене, и в район 1800 золото, естественно, вернется. То есть это все пока на ожиданиях. После этого это все обратно развернется. Значит, по S&P сказал, по NASDAQ, ну тут все было ожидаемо, что до первого квартала 12300, и то, обратите внимание, все равно цепляется вот в этот уровень, с этажа на этаж, господа. Это самые основные уровни, конечно, которые имеют огромное значение. 12400 он в данный момент, 12300 вот именно квартальная коррекция, она именно как такая, скажем, локальная поддержка, да, тоже имеет большое значение, но она гораздо быстрее перестраивается, чем вот эти уровни, поэтому вот эти уровни, они, конечно, такие фундаментальные, можно сказать, и в связи с этим, конечно, это все, вот эти все хождения 12300, 12200, это все вокруг вот этого уровня. На самом деле это все попытки удержаться на 12400. И если, соответственно, сейчас S&P дальше падать не будет продолжать, попытается вернуться там на 180, то, конечно, мы очень быстро восстановим 12450, вот сюда вот опять поднимемся за этот уровень. Далее смотрим. По Расселу та же самая история, тот же самый уровень, а он здесь прям сидит на нем ровненько. 1914, на самом деле это около 1920, о котором мы и говорили. Ну и, соответственно, внизу уже первый квартал 1880. Вот эта зона, где еще Рассел может посетить, при условии, если S&P пойдет в район 4000. Значит, индекс РТС. Ну, у России, понятно, там нефть начала расти, все это дело стало сразу бодрее, и индексы наши все потихонечку начали восстанавливаться. Но, опять же, пока курс доллара у нас находится все равно еще пока под давлением, мы это должны учитывать, потому что до 25 августа еще экспортеры продолжают продавать выручку, и поэтому выше 1200 мы пока, конечно, подниматься не будем по РТС, скорее всего, хотя там по доллару видно, что уже динамика однозначно на 61 уже нацелилась, и на 62 даже. По индексу Мосбиржи, естественно, мы ждем 2340, я уже говорил об этом неоднократно, еще раз повторяю, 2340, мы пытаемся туда вернуться. Здесь, конечно, первый квартал встретится у нас чуть пониже, в районе 2324, но восстановление начнется за 2340. И в свое время мы очень хорошо его пытались удерживать. Так, по доллару-рублю как раз.
Ну, 60, я уже говорил, что, скорее всего, 55 мы уже посещать не будем. В моменте, скажем, пока, так сказать, если будут, например, какие-то там, ну, я не знаю, там события, которые повлияют на то, что рубль укрепится, то вероятность отхода где-то на 58-57-50, не ниже. Вот в 55 я уже, честно, не верю, что вот он сюда может еще вернуться. Наоборот, думаю, что 60 уже будет сейчас закрепляться, постепенно будет выходить за 61, за 62, ну и, соответственно, вот этот вот сценарий в итоге будет исполнен. Как вот мы смотрели с Озоном там, да, который там ждал, Яндекс тоже смотрели и так далее. То есть вот эти сценарии будут отработаны, обратно он вернется на 63,5, 64. Постепенно, может быть, даже после Джексон Холла, посмотрим. Так, ну и, собственно говоря, по евро. Евро у нас ослабевает в связи с ситуацией, прежде всего, с газом, да, там пока полная неопределенка. Очень сильно сейчас влияет вот эта ситуация с тем, что «Газпром» может и вообще остановить поставки, и даже уже тут начинается разговор, что Украина готова воровать этот газ и перепродавать Европе. В общем, там, короче, целая история сейчас насчет этого газа, поэтому на самом деле евро, конечно, сейчас сильно находится под давлением. Вот у американцев все хорошо, а у европейцев, у них, конечно, с энергоносителями не такая история, как у американцев. Значит, у биткоина тут все тоже понятно. В принципе, 22 тысячи будет попытки восстановления. До Джексон Холла вряд ли, но какие-то будут начинаться оттуда идти, я думаю, известия. И потихонечку мы увидим эту динамику возврата за 22 тысячи. Биткоин уже ниже, не верю, что пойдет. Скорее всего, за 22 тысячи он все-таки вернется. Хотя там цели есть по технике, там есть куда падать. 18 тысяч, как мы помним, следующая будет сильная поддержка. Но для этого я не знаю, что там должно ФРС тогда сделать. Они там должны объявить о диком просто подъеме ставок, сокращении дикого баланса. Кстати, баланс они до сих пор заявляли, но не сокращают. Я смотрел тоже графики, баланс не сокращается. У ФРС, более того, он даже по ходу подрастает. Они, судя по всему, все равно продолжают печатать бабки. Поэтому, короче говоря, ситуация на самом деле здесь абсолютно неоднозначная. Сказать можно, а вот делать они пока, откровенно говоря, не делают. Поэтому я думаю, что биткоин, скорее всего, за 22 тысячи постепенно вот за этот исторический уровень в итоге вернется. Конечно, у него сейчас ограниченный ход до 24 500, пока это максимум. Там 24 в лучшем случае, пока хотя бы восстановить. Потому что все понятно, что, конечно, ставки-то будут продолжать, если расти, то для крипты ничего хорошего нет. Да, но это не причина падать, только что там сильно куда-то валиться. Так что посмотрим, понаблюдаем дальше. Так, давайте посмотрим, кстати, что у нас здесь нарисует. Он у нас непосредственно... Так, это доллар США. Вот, кстати, по доллару США тут тоже сценарий вот рисовался. Укрепление на 60.87 и в итоге на 61.25. Но это вот тот самый сценарий, про который я говорил, на возврат на 61. Так, ну а давайте посмотрим теперь по S&P, что он у нас нарисует. Что он у нас нарисует? Не пятиминутка нас интересует, а дневка. Как он пересмотрел свой сценарий или нет? Так, вот пробили его, который он говорил, 140, да? Или сколько там, уже 174 он показывает. Вчера он, по-моему, 140 показывал. Вот, ну и, короче говоря, по идее он все равно указывает на 4400 и 4600. Ну вот те цели, которые мы видели. 4440 и 4600. Вот, в принципе, они так и образовываются. Но по коррекции, мне кажется, все-таки не вот здесь это все закончится, не там, где он предполагает четвертую волну. Я думаю, что все-таки это будет ниже. Либо 400, еще ниже опустится сейчас, да, либо в итоге на 4000. Вот 4000 мне прям вот нравится больше всех. Но 400 еще могут поддержать на самом деле, потому что 140 сейчас могут держать. Вот этот диапазон могут еще придержать. При каких-нибудь, например, данных, вышедших по экономике, могут после этого опустить. Такой вариант тоже может быть. Так, ну давайте дальше смотреть уже по запросам. Так, Эдуард, привет. Посмотри, пожалуйста, Аери. Думаю, заходить ли в шорт Аери. С шортами, господа, сейчас очень осторожно, потому что перед Джексон Холлом это вообще тема, прямо скажем, крайне опасная. Любые новости оттуда могут моментом разворачивать рынок в любую сторону. Так как все-таки по индексу, я думаю, что, еще раз говорю,
вероятность того, что он сильно упадет, не закладываю. Максимум это 4000. И то такое, скорее всего, может быть сползание по эре 15-13 улетел, да? Улетел, пробил все. Но цели у него в районе 18. На самом деле цену тут фактически переставили. Это восстановление произошло, судя по всему, уровня. Да, вот к этому событию, судя по всему, это привязано было. Вот восстановили вот этот уровень 15. Надо смотреть на чем. Насчет шортов, ну, разрыв большой, вопросов нет. Но не факт, что эта цена может быть необоснованной. То есть тут надо смотреть причину. Явно его уже готовили. Или отчет, или что-то такое здесь. Какое-то событие стрельнул, застал. За 12.50 сразу вынесли. То есть восстановили сразу 15. Без всяких там яких. В аккурат вот сюда вернули. Поэтому тут надо смотреть. Это на самом деле может начало быть и дальнейшего продолжения движения. На чем это все произошло? С точки зрения техники разрыв большой, согласен, но я бы здесь пока с шортами не рисковал. Я думаю, Эдуард, я бы пока здесь не рисковал. Во-первых, причину надо понять, на чем его, собственно говоря, он так взлетел. Потому что надо оценить долгосрочность воздействия данного события. Если это все-таки там отчет, еще что-то, то тут может после легкой коррекции и дальнейшее продолжение движения. На самом деле, я говорю, это тебе не BBI, наверное, я так думаю. Тот BBI мог там взлетать и тут же падать. А здесь, не знаю, надо смотреть. И они к этому событию шли поэтапно. То есть вначале они здесь восстановили, потом они ожидали. Это может быть даже какое-нибудь принятие, я не знаю, там одобрение ФДА или еще что-нибудь. Я не знаю, чем занимается эта компания. И потом, собственно говоря, то есть вот этот момент было ожидание. Вот это, видимо, были как раз слухи какие-то. Уже кто-то, видимо, знал. Потом было ожидание. И потом вот они передвинули цену дальше. Тут надо просто понимать причину, из-за чего. Так, добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, цели по Астре. Есть у нее цели вверху или все внизу? Спасибо. Ну, у Астры там выглядело, я же говорю, все очень неприятно с точки зрения техники, потому что причина там понятна, да, ставки растут, с полетами у них там они даже отменили, правда, когда они тогда отменили, они почему-то на этом взлетели тогда. Вариант 1 они отменили, ракета что-то там 3, да, по-моему, или 2, а оставили 3. На ней сосредоточились. Ну, цели внизу, конечно, да, около доллара, вот они. И поддержка по тренду около доллара 0,4. Вот, то есть, если брать по технике, до 0,40 даже, там есть куда падать, есть куда, но это по технике. А так мы понимаем прекрасно, что происходит в компании. То есть, во-первых, у них в росте ставок, безусловно, на них это давит, кредитная эта нагрузка. Во-вторых, они сейчас контракт с НАСА, получается, я так и не понял, полностью они его разорвали или только конкретно в этих непосредственно конкретных видов ракет, они, я так понимаю, грузоподъемности разных, что ли. Вот. В общем, короче говоря, там с этим контрактом надо разбираться, насколько это все долгосрочное. И остался ли вообще контракт, или они только там такую какую-то часть только разорвали по определенной грузоподъемности, насколько я понимаю. Ну, в общем, здесь в условиях подъема ставок, конечно, риск еще может опуститься на до доллара в итоге ровно. Но в целом, как бы, конечно, я думаю, что обратно на $50. То есть после Джексон Холла, вот если там как бы политика все-таки у ФРС будет какая-то благосклонная, то $50 мы вернем. Скорее всего, вернем. Конечно, тут как бы фундаментально у компании сейчас тоже пока непонятная история, что там у них с дальнейшими полетами и так далее. Вот. Но вот разрыв контракта с НАСА я просто не совсем могу понять, насколько это хорошо, потому что мы видели, реакция была положительная, но она почему-то очень быстро закончилась, да, то есть это сразу привело к развороту. Возможно, кто-то выходил или еще что-то, не знаю. Сложно пока сказать. Но все равно в компанию пока еще верю, Надо смотреть, что там у них происходит. Возможно, даже отказ там от одних ракет, это своего рода оптимизация, потому что они, может быть, там более проблемные. Мы же не знаем, что там происходит реально в компании, да? Вот, так что, ну, как бы, пока, наверное, пониже еще можем увидеть, в районе доллара, там, и даже 40 центов, ну,
Не думаю, что сильно вниз уйдет, потому что сейчас надо смотреть по Джексон Холлу, какая там будет реакция. Так, вверху целей там нету. Вверху там целей нету. Нет, есть, но они такие локальные, $1.30. Это фактически все это к моменту возврата на $1.50, там, где были до момента ожидания событий по Джексон Холлу. Так, Слава, приветствую. Как мой GMC? Мы отпадали. А, подожди, в начале Ира. Ира, подожди, посмотри, пожалуйста. ISKG, это этот, человеческий этот, да? Институт этот, насколько я помню. Да, институт стволовых клеток, все, вспомнил. Сейчас посмотрю. Так, ну он такой, достаточно товарищ волатильный. Взлетает, падает, опять взлетает. У него там, да, вот опять был взлет, опять коррекция. Угу, угу, угу. Но вот он здесь, получается, как раз отработал годовую на 89, да, она чуть повыше была, 89,70, и уперся в сопротивление в районе 89. Вот здесь на самом деле достаточно серьезно, это чисто по технике, опять же, да, серьезное сопротивление, но, что мне нравится, пока, по крайней мере, здесь я, конечно, сравниваю сценарий, здесь тоже подобное было, вот так же он здесь удержал, а потом все это дело скатилось. Вот он здесь тоже вроде удерживает, и что мне здесь, конечно, здесь разница, конечно, в чем? Если здесь он был еще в пределах, скажем так, не пробил буфер года, вот тут еще несколько уровней оставалось ему, то здесь он его весь пробил уже. И вот здесь ситуация уже выглядит более, скажем так, да, позитивно, в плане того, что есть вероятность, что все-таки он продолжит подъем. Что, возможно, вот такого сценария уже не будет, такого отката. А вот именно в данный момент это выглядит так. Тем более, если посмотреть, верхняя граница, нижняя, да, идет закрепление над верхней границей. Очень, очень напоминает тот момент, что он все-таки, судя по всему, собирается идти вверх. Годовая цель, конечно, уже была посещена, и, естественно, на нее немножко скорректировался. Здесь сильное сопротивление, потому что эту зону он, видимо, всегда как-то очень тяжело преодолевал, 90. Надо следить пока, смотреть. Самое главное, чтобы не упал ниже 74. Вначале, конечно, первый будет признак, это 80-ка. Но это еще 80, тут как бы идет недельная коррекция. И здесь, в принципе, вот проходит как раз вот эта вот историческая цель верхнего уровня, верхнего. Она вот как раз прям проходит на 80-ке. Если пробьет 80-ку, это уже будет некий признак слабости, что вот такой сценарий начинает пытаться рисоваться, но это будет еще не совсем критично. А вот если он начнет пробивать 76, вот если вот здесь он начнет пробивать, вот тогда там точно надо будет настораживаться. Вот тогда там уже могут вступить сценарии внизу. 52, 56, куда он, в принципе, довольно бодро и активно погружается иной раз. Поэтому здесь надо следить вот за этим прежде всего. За 80-кой я бы уже, честно говоря, ну, наверное, закрывал бы позицию и ждал. Если будет возврат за 80-ку, тогда, соответственно, опять заходить. А вот, ну, потому что 80-ки он как минимум может откатить на 7,6. Вот здесь вот. Вот здесь, скорее всего, без остановок будет. Вот здесь, если он начнет падать. А если все-таки 80-ку он удержит, то тогда все нормально. Он тогда будет опять пытаться прорывать в сторону 90. В принципе, выглядит он здесь сейчас неплохо. Так. Насчет GMC. Сейчас, Серега, посмотрим. Мы отпадали. Сейчас посмотрим. Так. GMC. Сейчас один момент. Угу. $450. Слушай, ну вот на самом деле тут неоднозначная история. Почему? Пробой первого квартала. Вот это мне не нравится. То, что он 4,70 не удержал. В принципе, это в рамках нормальной для него коррекции. Это недельная коррекция. Ничего критичного как бы не вижу. Вопрос, как он теперь вернется за 470. Вот если он за 470 уже возвращаться не сможет,
тогда это уже может будет говорить о том, что он начнет падать наоборот, а не отпадал. Он тогда может уйти до 430, потом уже сделать не до хай, потому что уже, собственно говоря, это будет двухнедельная коррекция, а это уже момент слабости. И тогда постепенно даже может обратно откатить там в районе 410 где-нибудь. Здесь, скорее всего, наверное, ниже уже падать не будет. Но пока говорить еще рано. Он буквально там завтрашней свечой может вернуться за 470. Вот надо этот момент наблюдать. Тут явно, что 500 пока не обосновал он, поэтому и откат и пошел. Может быть, перед Джексон Холлом они тоже как бы сейчас, что называется, страхуются, потому что дальнейший рост нужен будет уже как бы в позитиве проводить, а на общем рынке идет падение. Поэтому я бы пока не делал выводы, и вероятность того, что он может пробить 450, не оставлял бы. Есть вероятность, что он даже там на 430. Вот если он где-нибудь на 430 зависнет и уже падать перестанет, вот это хороший признак, потому что ну, тут видно, да, что здесь поддержка у него где-то формируется 440-430 есть. Она еще пока не нарисовалась, но в целом она здесь явно появится рано или поздно. И я думаю, что ну, по вот уровням коррекции уже видно, что они пытаются здесь формировать ему, в принципе, поддержку. Поэтому 440-430 я бы еще оставлял как вариант возможного сюда отхода. А дальше очень будет важно, будет ли пробит обратно 470, будет ли он все-таки за первый квартал выйдет ли. 500 явно не обосновано, а вот 470 надо смотреть. Но опять же надо понимать на чем. То есть если это из-за общего фона, то, что сейчас вот это вот ожидание с Джексон Холлом этим, это одно. И если реально в компании пока как бы не обоснованный дальнейший подъем за 500, это другое. То есть тут надо смотреть, конечно. Понаблюдать можно именно как раз за техническим поведением. То есть выйдет он за 470 и откатится ли он ниже 430. Вот это будет важный момент. Так. Астро цену на 0,6 поставили. А, целевую это кто поставил? Наша контора, техника и все. Да это понятно, что наша контора, но на общем фоне они тоже могут использовать как коррекцию. Ты здесь? Нет, это нету. Это Белегул сейчас дал. Здесь просто надо учитывать момент, то, что все-таки при общем фоне они могут воспользоваться откатом на какое-то время. Так, Ендо. Сейчас посмотрим Ендо. Это НДП, я так понимаю, да? Просто есть отдельно компания Ендо. У нее тикеры, я имею в виду, отдельные есть Ендо. Так. У нас просто уже было такое, когда запрашивали Ендо именно по тикеру. Так. Ну тут чего? Тут я думаю, что тут какого-то чуда ждать не стоит. Там же, по-моему, они пока... Ну, какого чуда? Я имею в виду в плане того, что пока Джексон Холл не пройдет, он никуда сейчас не двинется, естественно, потому что понятно, что у компании там закредитованность, вопросы типа с банкротством, не банкротством. И, естественно, для них сейчас это просто, я думаю, как говорится, жизненно необходимо понять, что дальше будет делать ФРС. Поэтому то, что здесь они сейчас пока гуляют, там не выше 40 поднимаются, это вполне логично. 30-40 они здесь так и будут, скорее всего, в этом диапазоне ходить. Тут даже смотреть особо нечего. Насчет банкротства и так далее, там пока информация неоднозначная, поэтому надо ждать, просто надо ждать. Я так понимаю, что после Джексон Холла при позитиве он, естественно, восстановит эту 0,70. И в итоге, если они все-таки не захотят банкротить, они его выведут за доллар. В итоге выведут за доллар. Но, опять же, нужны будут для этого реальные основания, что будет давать сейчас ФРС. Потому что, понятно, если сейчас будет политика ужесточаться кредитная, для них это все очень будет чревато. Естественно, они, может быть, они даже тогда и примут окончательное решение, будут они банкротить или нет. Они, может, сейчас оценивают, смогут они потянуть, как говорится, покрытие долгов или нет. Так. Австрия, говорят, цену на 0,6 поставили. Кто поставил, как обычно? Наверное, Goldman Sachs, да? Ну, я думаю, это понятно, связано с чем. Это понятно, что, скорее всего, это связано с разрывом контракта НАСА, прежде всего. Так, НВТА, сейчас посмотрим. НВТА. Ну да, потому что до этого, конечно, контракты очень как бы имели большое значение.
От того же Virgin даже они отличались в этом плане, что у них были конкретно госконтракты, считай, и это было, имело большое значение. Ну, я думаю, что там все-таки не совсем все будет плачевно. Я думаю, что какую-то оптимизацию, наверное, все-таки вот с этими ракетами, наверное, проводят. Насчет НВТА. Ну, я так думаю, что, скорее всего, если тут, конечно, какое-то было событие, связанное там с какими-то связанные его конкретными новостями, я уже не помню, что там произошло в нем, но, короче, смысл в чем? Я думаю, что, скорее всего, его сейчас опускают из-за Джексон Холла как раз. То есть я думаю, как минимум, вот, наверное, где-то, вот дам 8,60, не знаю, не уверен, что... А вот шестерочку, я думаю, он вполне восстановить может. Не знаю, какие там у него конкретные причины, то есть, опять же, не помню уже, столько бумаг каждый день, поэтому за каждой новости даже не успеваю. Если те, которые мы торговали там в свое время и плотно следили, те как в голове еще сидят, а за эти уже не помню. Может, кто-то мне и говорил, что там у них произошло. Но в целом я думаю, что вот это вот просто сценарий, он будет отыгран. То есть я думаю, что это просто сейчас происходит на фоне общего рынка, ожидания вот этой истории с Джексон Холлом. А так до шестерочки я не буду брать, конечно, там 7,50, 8,50. Вот эту зону не факт, что он обоснует, допустим. А вот к шестерке, я думаю, вынести его еще могут. Но опять же, надо смотреть причины, на чем. Вижу, что вот здесь, конечно, негативный был момент пробития четверки. Это как раз было первый квартал. Это не есть хорошо. Конечно, цель у него еще ниже, на 2,80. Если индекс начнет дальше снижаться, есть вероятность, что он где-то в районе до 3 и опустится. Вот тут видно, что поддержку он уже определенную на 3,5 формирует, как раз где месячная проходит коррекция, вот он. То есть уже замедление пошло. Если здесь он так бодро-бодро прям падал, то здесь уже замедление. То есть вот я говорю, вот здесь поддержка где-то уже формируется такая, типа пола такого уже. Ну и возврат, я думаю, конечно, к шестерочке, скорее всего. Но надо смотреть, я говорю, события. Банк оф Америка понизил целевую цену Австрия до 0,70, сославшись на более позднюю, чем ожидалось дату. Ну, я про что и говорю. Это все было связано с ракетами. Вот. С НАСА, скорее всего, еще вот с этими контрактами. Так, по блю. По блю. Вверх-вниз это что? Так, по блю. По блю. Тут просто цели, на самом деле, смотреть бесполезно, потому что цели, они чисто технические, а надо понимать просто связку событий, на чем сейчас все это происходит. А происходит все это, естественно, на ожиданиях серьезного события. И вполне логично, что когда было ралли, да, вот как здесь тоже, например, Блю, да, тоже было ралли, все, весь рынок летел вверх, и, естественно, шли и продолжали повышать цену. Как только начинаются риски того, что могут там пересмотреть политику и так далее, соответственно, если рынок будет разворачиваться, никто расти и не будет. Тут все очень просто, да. В этой ситуации, естественно, Блю тоже откатил. А между прочим, также абсолютно месячная коррекция, то есть тоже удержание где-то 5,60, судя по всему. То есть в районе шестерки пытается зацепиться, но есть как бы диапазон еще, куда может отходить. В моментах, если там, допустим, S&P начинает еще ниже опускаться, то он может там себе позволить где-то 5,40, 5, там, даже 5,20 может позволить, хотя это не очень хорошо будет. На самом деле оптимально 5, там, 60-5,40, вот в этой зоне держаться. Ну и возврат, конечно, не выше семерки, однозначно. Вот восьмерку я пока вообще бы поставил под сомнение. А вот до второго квартала, где-то до семерочки, там 6,80 где-нибудь, вот это вполне еще возможно. И то, как мы видим, пока и шестерку тоже он пробивает довольно тяжело. То есть не выходит за шестерку. Пытается, естественно, удержаться в районе 5,60-5,40 вот этого, но не пробивает шестерку. Вот тут уже будут нужны основания, скорее всего, как только пройдет вот эта встреча в Джексон-Холле. Так, Паблю сказал, вверх-вниз. Так, да, это наша контора, спасибо, да, извиняюсь, все правильно, да. Все, Рин, вроде все тебе ответил. Так, господа, в голосовом есть вопросы? Тяните руку. Хамло, я тебе показал твоего этот озон. Что еще там тебе? Что, подскажи, пожалуйста, магнит. Галь, сейчас дам тебе голос. Сейчас. Магнит. А он отреагировал, кстати, интересно, на озон? Нет, в том-то и дело, он как-то удивительно, как стоял весь день.
был там в легком таком минусе, как говорится, поэтому мне было удивительно, но с другой стороны, как бы, не поднял ли Озон просто отчет, а по большому счету вроде как бы и не должны. Вот у меня такой вот непонятный Да момент. нет, Либо, у Магнита на самом деле, опять же, вот тоже выжидательная, обрати внимание, тоже выжидательная. То есть он, получается, держит четко 5280, это серьезный, как мгм, кстати, да, уровень, да, но не прошибает вот этот 5400. Я тебе тогда сразу сказал, что он очень серьезный уровень, его пробить будет не так просто. Вот он поэтому, в принципе, сейчас в этом диапазоне пока и ходит. Ожидают, то есть им нужны дальнейшие какие-то либо драйверы, либо, как говорится, события, которые, собственно говоря, обоснуют дальше цену выше 5400. Вот и все. окей, то расскажи, пожалуйста, да, Тинькофф. Мгм. А он, кстати, тоже так интересно себя повел. А он просел, он вначале заманил всех с Он, утра. он так это интересно себя повел. Вот. Ну, не сказать, чтобы прям уж просел. Я не могу сказать, что это прям провал какой-то. Это на самом деле, как я и говорил, вот этот 2700 будет для него проблема. Потому что вот она, вот эта граница минимальных цен. Цены на него давили, я тебе об этом вчера говорил. И 2960, то есть вот эти 3000, они пока под вопросом, но держится он неплохо. Я не могу сказать, что он там куда-то прям это... Вот эти шортуны, кто там хочет шортить его, они могут жестко попасть на самом деле. Могут жестко попасть, потому что смотри, даже просто банально, после СВО у него было восстановление в районе 3600. В районе 3600. Вот сегодня, кстати, да, этот Веб, да, по-моему, Веб же сегодня этот с Путиным-то разговаривал, Шувалов-то, да? Да, да. Вот. А это же такой, скажем так, ну такой, скажем, маяк для финансового сектора. Потому что те, скажем, механизмы, которые они сейчас отработают, они потом на многих банках подсанкционными могут отработать. И вообще для финансового сектора это станет... Прости, я просто не понимаю, я не слышал новостей на эту тему. Я только слышал, что Веб встречался, но больше ничего. Ну, Поэтому они там в не рублях, понимаю. там то, что все будет переводить в рубли, то, что в дружественных странах, там 5-10, там вот эта вся канитель, все вот эти механизмы отработки, обхода санкций по факту, грубо говоря. Вот, Так, поэтому на самом деле я думаю, что вот эти события с финсектором, они сейчас будут взаимосвязаны. Потому что Сбер сегодня отреагировал тоже подъемом. Я вот сегодня смотрел, Сбер тоже подскочил. Он долго стоял, прям в рендже, и тут он выстрелил немножко все равно, как ни крути. Поэтому тут понятное дело, что там нефть, что пошла вверх, это тоже, естественно, положительно для российского рынка. Но то, что конкретно касается именно финансового и финансовых институтов, я думаю, что здесь, скорее всего, вот, например, те же события, происходящие сейчас с Вебом, надо понаблюдать за ним, на самом деле, что они там в итоге решат, что там предложат. Я просто сегодня так бегло увидел, времени у меня не было, много занимался сейчас восстановлением всей этой техники, вот. Так что, по большому счету, я думаю, что там надо просто наблюдать. Я не верю, что тенек сейчас рухнет. У него как бы причин падать, ну, просто нет. Технических на чем? Как бы все сейчас эти вышли, как бы не резиденты, что боялись там, как они себя поведут. Но опять же, там, конечно, говорят, пока контроль, а сейчас пока контроль явный есть. И, соответственно, никто, как говорится, чудить особо не будет. Как бы драйвер у него есть, он выкупил там свои активы. То, что, в принципе, как бы сам по себе компания развивается, мне ничего плохого такого сейчас нет. Я думаю, что те же 3600 он однозначно дойдет. Вот я верю в это, что 3600 он в итоге вернет. Вот к этому сценарию мы вернемся. Будут там, может быть, какие-то моменты с какими-то легкими коррекциями, но не более того. Поэтому, да, ему сейчас вот как бы обосновывать возможно движение за 2900 под 3000, может быть, он перед Джексон Холлом не будет это делать. Потому что, еще раз говорю, там встречаются все банки, директора всех крупных банков. Там закладывается будущая политика, которая коснется всей финансовой системы. Поэтому тут как бы то, что тенек стоит, я думаю, это вполне логично.
Понял. Значит, до выходных он будет в плавании, скажем так, таком, да? Я тебе скажу так, что там будут, скорее всего, попытки прорываться в сторону 2900, будут попытки прорываться. И, возможно, он будет в каких-то моментах уходить, например, там в 2600 куда-нибудь и восстанавливаться опять за 2640. Надо следить за тем, чтобы он не закрылся ниже 2640. Вот тогда это будет не очень хороший признак, и то говорящий о том, что он ну, где-то до 2400 может свалиться, а потом обратно пойти вверх. Понял. Вот тогда получается Озон, грубо говоря, сейчас сделал коррекцию, да, после миров, правильно? И он удерживает свой уровень. Ну, скорее всего, да. Я там не видел, что там с отчетом. Но, судя по всему, он именно как бы то, что вот он ждал, вот этот диапазон, чтобы прорвать, он его и прорвал в итоге. А теперь, соответственно, идет закрепление уже тренда выше, следующий диапазон. Так что вот так. Спасибо, Слава. Пожалуйста. Димка, привет. Слава. Да, Галь, да. Приветствую тебя, Слава. Посмотри Привет. мою HP, пожалуйста. Какая у него там вверху цель? Вот, так, сейчас посмотрим. Он должен пойти хорошо на цену на нефть, да? 48, судя по всему. Но, Галя, я сейчас боюсь, что цены на нефть сильно за 100 пока сильно не уйдут. То есть где-то там 102, вот так вот где-то, я как бы, да, рассчитываю. Но вот выше пока, я думаю, под вопросом. В целом у него, если чисто смотреть по технике, до 47,5, до 48, вот сюда он может вернуться. Но я бы пока на это не рассчитывал. Я бы пока рассчитывал не выше 45-46 вот этой зоны. Потому что, еще раз говорю, пока динамика по ней, сейчас надо смотреть, какие выйдут запасы. Они сегодня выйдут. Сейчас посмотрим, не вышли они еще. Но они будут неофициальные. Неофициальные. 23:30 выйдут они. Они будут неофициальные. Но в целом, как бы, они могут дать, ну, как бы, такой легкий намек, в чем можно ожидать. Я бы, честно говоря, на твоем месте сейчас не выше 46 бы ждал. Вот как он сюда и подымался, да, он, по-моему, подымался 46, да, 45-50, да. Вот если он пробьет за 46 и там закроется где-нибудь на 46-50, вот тогда ты можешь ждать 48, но уже готовиться закрывать в любой момент, потому что там может резкий разворот быть. Цена нефти, она, еще раз говорю, она сейчас будет за сотку уходить очень тяжело. Очень тяжело. 100 они обосновали, а вот выход за выше 100 уже будут нужны такие нормальные основания. Там, ОПЕК что-нибудь должен заявить хорошее такое, что-нибудь, какое-нибудь там, я не знаю, резкие падения запасов, хотя он упало тоже, да, но мы там, насколько, ну, доллара 3-4, по-моему, тогда скорректировались. Но вот где-то, я говорю, там 102, ну, то есть там 114-115, вот где он здесь был, на 53 и прочее, это вообще пока нереальный сценарий на данный момент. На 108 он поднимался до 52. Кто? Он? HP, да, 108 была нефть, и он поднимался до 52. Но там, наверное, просто еще какие-то были события. Там, по-моему, отчет у него был, да, еще что-то там, по-моему, не просто так. Ну да, у него и сейчас отчет вышел, очень хороший, сильный отчет вышел. Ну, поэтому тут как бы... Ну, в общем, я бы не жадничал. Да, не жадничал. Не жадничал. Динамика по нефти ограниченная, поэтому здесь тоже может быть так. Так он же у меня по 48 остался, я же его тогда набрала. И он у меня завис по 48. Когда он с 52 начал опускаться, я его... Я помню, да. Ну, я тебе говорю, где-то до 46-50 он тебе еще даст, а дальше там, возможно, может быть, часть позы можно подкрыть будет и снизу опять подобрать. Ну, потому что опасно, на самом деле. Будет опасно. Вот я 48... Ну, да, я вижу. Да, 48 я бы пока. пока... Действительно, по 46 его. Да. Спасибо. Пожалуйста. Так. Сейчас Димка по FTCI и CleanSpark. Сейчас посмотрим. FTCI. Ну, она на 4 держит. Ну, да. Тут, как говорится, без сюрпризов.
Но он и ниже четверки, судя по всему, наверное, и не пойдет. И 4.50 пока, скорее всего, максимум. То есть недельную коррекцию. Он, кстати, пробил весь буфер года, что удивительно. Удивительно. То есть отчет у него хоть и есть, но, судя по всему, цены пока высоко не будут. Пока для него. Не знаю, может они там после Джексон Холла и куда-то взлетят, но, опять же, я думаю, не выше 5.50. В любом случае. То есть на 5 он вернется, там 5.50. А сейчас, скорее всего, пока не выше 4.50. Вот здесь вот, 4.50. Да, скорее всего, не будет пересекать он. Здесь, притом, ситуация интересная получается. У 4.50 тут я вижу и первый квартал, и недельную коррекцию, сюда же она опустилась. И фактически буфер года, последний уровень, вот его верхний у семерки, а нижний как раз вот получается у 4.50 сейчас. То есть он сейчас выпал из года, вот в данный момент. Ему надо срочно туда и вернуться, соответственно. Не очень пока у него тут, скажем, приятная картина. Четверка, я не знаю, удержит он или нет. Цели внизу, особенно вот годовая, она, конечно, сильно напрягает, она на 2.60 показывает. Поэтому тут надо смотреть. Удержание четверки и попытки выйти за 4.50. Так, это FTCI. А дальше CleanSpark. CLSK. Так. По CLSK. Но тут ситуация следующая. Тоже четверка. Притом видно, что он здесь прям как раз и остановился, прямо на поддержке по тренду. Но тут вот, кстати, хорошая картина в каком плане? И годовая, и квартальная, они все вместе ровно находятся здесь. То есть фактически цена уже уравновешена. Небольшого разброса никакого тут нету. То есть четверка, судя по всему, останется таким, ну там 4.30, да, 4.20, вот эта вот зона, она как бы, судя по всему, рисуется такой хорошей точкой для поддержки. То есть ее вот конкретно здесь именно уровня нет, кроме вот этого вот именно алгоритма, который именно дает поддержки по тренду. Вот он как бы, да, он здесь подошел сюда, указывает, что здесь что-то есть. И, соответственно, цели здесь тоже не просто так легли, что я думаю, что у четверки там 4.20, 4.10, 4.30, вот в этой зоне прям. Тут, потому что, скорее всего, диапазон вплоть до четверки. Потому что я не думаю, что здесь какое-то такое неровное число. Это около четверки, там 4.20, 4.30. На самом деле все это не должно пробивать четверку. Вот. Здесь, скорее всего, будет хорошая поддержка для него на ожидание до момента события с Джексон Холлом. Если S&P будет проваливаться ниже, то я говорю, скорее всего, не ниже четверки он идет, то есть там 4.20, 4.10 вот здесь где-нибудь. Хотя, судя по всему, пытается именно удержаться вообще в районе 4.30. Ну и подниматься, конечно, соответственно, не выше 4.60, скорее всего. Недельная повыше 4.70, но я думаю, вот, ниже, выше, вернее, этих проекций вряд ли он поднимется. Трехчасовая коррекция на 4.50, а вот проекция 4.60. Вот выше этой зоны пока явно не будет. Ждать Джексон Холл надо. Джексон Холл пройдет, и тогда пойдете. Так, благодарю, спасибо, пожалуйста. Так, усредняться, Дим. Ну вот насчет Клинспарка, я тебе говорю, там получше выглядит, чем FTCI. FTCI, хоть он там чисто так по технике еще выглядит, что лои подтянуты, но что-то мне пока подсказывает, что не очень у него там все хорошо выглядит. Так, в голосовом, господа, есть еще вопросы? Задавайте. В YouTube вроде все ответил. Так. Если нет, давайте тогда закругляться. В принципе, все понятно. Все равно мы ждем, естественно, Джексон Холла. Значит, по S&P 500, еще раз подводим итог, 432, то есть уже за 440 пока мы провалились. Я жду, на самом деле, когда продавят, уйдем на 400. Вот 400, может быть, даже, уже на 4 может и не повести, потому что там первый квартал, вижу по проекции тоже сильная поддержка. Но вот 440 как-то вот мне
не очень нравится, чтобы как бы считать его полной коррекцией. Вот 4100 или 4000 ровно, это было бы идеально. Но вот 4100, я думаю, больше даже вероятно, чем даже 4000. Пока пытается удерживаться, конечно, 400, 440, около этого уровня. Подъем, опять же, не выше 180. 200 это будет пиково, если там будут прострелы, и, скорее всего, оттуда будут сваливать. Но, судя по той динамике, которая сейчас наметилась, даже просто чисто по технике, не видно пока вероятность, что он будет. Обратный тест попытается на 4200, но сейчас еще пока рано. Мне кажется, он еще должен просесть, чтобы потом уже попытаться откупиться. Статистика сейчас вышла очень даже такая, ну, нехорошая. Посмотрим, что еще выйдет завтра. Ну и, естественно, уже остается чуть-чуть. Да, кстати, не забываем, да, завтра 24 число. Завтра на Украине день неизвестной независимости. И они там будут уже как бы готовиться к каким-то провокациям, терактам и прочее. Что они сами там сделают, мы тоже пока не знаем. Но как бы Америка, прям как при СВО, заявила, что надо покидать срочно всем жителям, ну, вернее, гражданам Америки, Украину. Поэтому вот завтрашний день, кто его знает, что будет. Может, какие-то сюрпризы преподнесет. В общем, напряженность растет все равно, и есть вероятность, что просадка может быть. Так что будем наблюдать. Но вот 400, и вот на самом деле я думаю, что это очень вполне реальный вариант прийти. И будьте осторожны, ни в коем случае не шортите, еще раз говорю. Разворот может произойти в любой момент. Медвежьего рынка пока нету, несмотря на то, что сейчас статистика выходит уже такая чуть похуже, но опять же, пока, еще раз говорю, в Америке рецессии нет, медвежьего рынка пока нет. Поэтому будьте очень осторожны, не шортите. Если будет шортить, то буквально на короткий. Я сегодня шортил, сразу скажу. И шортил, и лонговал, но в основном, конечно, все равно на шортах, потому что S&P сегодня падал. И поэтому за ним, естественно, все это дело проседало. Так что, ну, надо будет очень это делать аккуратно. Очень. Вот торговлю сейчас начнем, увидим, как это все дело можно будет делать. Вот. Скорее всего, уже не на этой неделе, а на следующей. Видите, технически сегодня была проблема. Галя, там Дима, кто меня слушает, из нашей старой группы, в том числе, да, значит, может быть, завтра все-таки проведем тест совместный. Посмотрим, как это все дело мы отработаем. Вот, завтра вас пущу в группу, и тогда это попробуем. Вот, а остальные уже там со следующей недели. Так что на этом, господа, заканчиваем. И до завтра. Всем профита. Спасибо, Слава. Ждем, Пожалуйста. когда тебя давай. Да.